Дорогие друзья, всех приветствую. Мы находимся недалеко от города Дананга, в 40 километрах в древней столице религиозного государства Тиамов. Это один из самых больших комплексов, которые сохранены в южно-восточной части Вьетнама. Раньше, еще приблизительно 1600 лет тому назад, это было Тиамское государство. Они здесь жили достаточно долго, с 3 века, и оставили после себя впечатляющую архитектуру. Они имели очень интересные знания и очень необычный стиль построек. Вот такие вот руины остались. Действительно впечатляет. Давайте знакомиться с этим местом. История Мишона. Это одна из самых удивительных и малоизвестных цивилизаций Юго-Восточной Азии. Когда европейцы впервые увидели эти руины, они были поражены. Среди джунглей стояли десятки кирпичных башен, построенные без видимых следов раствора. Многие до сих пор задаются вопросом, как это построили и куда исчез этот народ. Что такое Мишон? Святилище Мишон – это религиозная столица государства Чампа, а не административная столица. Она находилась примерно в 40 километрах от современного Хояна и Дананга. Мишон был главным святилищем комплекса Тиамов. Почти 1000 лет здесь короновали царей, хоронили правителей и возводили храмы индуистским богам. Прежде всего Шиве. Когда был построен Мишон? Первый храм появился примерно в IV веке нашей эры. Около 380-х годах царь Бхадраварман I построил деревянный храм в честь Шивы. Позднее он сгорел, и начиная с VII века на его месте стали возводить кирпичные и каменные храмы. Строительство продолжалось почти 900 лет, до 12-14 веков. За это время было построено больше 70 храмов. До наших дней сохранилось около 20 групп сооружений. Откуда пришли тямы? Тямы не вьетнамцы. Они принадлежат австронезийским народам, той же языковой семье, что и малазийцы, индонезийцы, жители Филиппин, полинезийцы, мадагаскарцы. Предки тямов появились на побережье центрального Южного Вьетнама примерно в первом тысячелетии до нашей эры. Их язык родственен малайзийскому и индонезийским языкам. Царство Чампа существовало примерно со II века до 1832 года, то есть почти 1600 лет. Это было не единое государство, а союз княжеств – Индрапура, Амаравати, Виджая, Каутхара, Пандуранга. Столицы периодически переносились. Мишон был именно религиозным центром. Откуда у них появились такие технологии? Многие считают, что технологии были невероятными, но на самом деле они развивались постепенно. Тямы активно торговали с Индией, Китаем, Явой, Камбоджей, Малаккой. Через морскую торговлю они получали железные инструменты, знания по архитектуре, индуизм и санскрит, методы обработки камня. Сильное влияние оказала Древняя Индия, поэтому и в Мишоне можно увидеть изображения Шивы, Вишну, Брахмы, лингамов, танцующих псар. Как они построили храмы? Это одна из главных загадок. Посмотри, даже стыка нету. Вот посмотри, насколько идеально склеенный красный кирпич, как будто просто одна стена. Просто эти полосочки нарисовали. Просто вот посмотри, вот здесь должен быть стык. Вот он, еле-еле видно. Но его просто нет. Просто клей какой-то. Чем это было, не знаю. Там смола, говорят, датировки, там смола деревьев, какие-то соки, какие-то смузи, какие-то делали смеси, что вот так вот помазали, положили и все. И стало одним цельным камнем. О, соты, пчелы есть. Тямские пчелы. Интересно попробовать их мед. Да, пойдем вовнутрь зайдем. Здесь когда-то находился лингам, но его убрали. Вот остался под него фундамент, он сюда вставлялся, и здесь был такой здоровый лингам. Лингамы являлись центром пирамиды
Все храмы сделаны в виде пирамиды. Даже если приблизить наверх, у нас соединяется в одну точку и расширяется. Все идет пирамидально. И вот этот лингам становился прямо по центру, там, где была вот эта пиковая точка пирамиды. Здесь когда-то был лингам, сейчас его уже нету, скорее всего, разрушили, потому что столицу религиозную Тиамского государства 1000 раз атаковывали, сжигали, разрушали. Тиамское государство восстанавливалось, давало отпор, даже вплоть до того, что когда-то они завоевывали древних кхмеров и даже захватывали Ангкор-Ват знаменитый. Но Ангкор-Ват был построенный 900 лет тому назад, а Тиамское государство здесь существовало еще с 3 века, со 2-3 века, здесь на южной и восточной части древнего Вьетнама. Современного Вьетнама, а в древности это было Тиамское государство. Сейчас это государство, оно существует, но их государство распалось, но сам народ Тиамов остался и сейчас путешествует по всему миру. В каждой стране, можно сказать, есть в Азии. А сейчас музыкальная пауза с кадрами птичьего полета. Кирпичи. Тиамы использовали обожженный красный кирпич. Швы между кирпичами настолько тонкие, что кажется, будто раствора нет вообще. Есть несколько гипотез. Органический клей, возможно, применялись смолы деревьев, соки растений из известных смесей. Обжиг после сборки. Ранее предполагали, что башни сначала складывались из сырого кирпича, а затем обжигали целиком. Сейчас эта теория считается маловерной. Очень точная подгонка. Современные исследователи показывают, что кирпич обрабатывался настолько тщательно, что швы становились практически незаметными. Точный состав связующего до конца не восстановлен даже сегодня. Почему архитектура настолько красивая? Тиамские мастера создавали собственный стиль. В отличие от храмов Ангкор-Ват, которые строились из песчаника, тиамы предпочитали кирпич. Для них башня символизировала священную гору Меру, центр вселенной в индуизме. Каждая башня является моделью мироздания. Насколько развитая была Чампа? Очень развитая. У тиамов были морской флот, они были великими мореплавателями и контролировали торговые пути Южного Китайского моря. Письменность. Использовали санскрит и собственное письмо. Математика и астрономия. Как в Индии. Жрецы рассчитывали календарь и проводили ритуалы по звездам. Металлургия. Оружие, украшения, бронзовые изделия. Искусство. Скульптуры мишон считаются одними из лучших в Юго-Восточной Азии. Почему они исчезли? На самом деле тиамы не исчезли. Сегодня во Вьетнаме живут около 170-200 тысяч чамов, а еще сотни тысяч в Камбодже, в Малайзии и других странах. Исчезло государство, а не народ. Почему погибла Чампа? Постоянные войны с Кхмерской империей. Чампа и Кхмерская империя столетиями воевали. Иногда тиамы даже захватывали Ангкор, а потом кхмеры брали реванш. Войны с ветами, начиная с XI века, государство Дай Вьет постепенно расширялось на юг. Это движение называлось Нам Тien – Южный проход. Вьетнамцы медленно отнимали территорию Чампы.
1471 году армия императора Лен Хань-Тонг захватила столицу Виджая. По разным оценкам, десятки тысяч людей были убиты, десятки тысяч уведены в плен. Большая часть государства перестала существовать. После этого Чампа уже не смогла восстановить свое могущество. Последнее княжество Пандуранга просуществовало до 1832 года, тогда император Минь-Манг окончательно присоединил его к Вьетнаму. Почему Мишон был заброшен? После упадков Чампы джунгли постепенно поглотили храмы. Европейцы вновь открыли их только в 1885 году. Во время войны во Вьетнаме район сильно бомбили. Многие сооружения были разрушены американскими авиаударами в 1969 году. Самое удивительное, когда в Европе еще только строились ранние средневековые замки, в джунглях нынешнего Вьетнама уже существовала высокоразвитая морская цивилизация, связанная торговлей с Индией, Китаем и Индонезией. Чампа существовала около 1600 лет, дольше, чем многие европейские королевства и современный Вьетнам. И народ чамов не исчез. Потомки строителей Мишона живут и сегодня, сохраняя свой язык, культуру и традиции. Именно поэтому Мишон иногда называют вьетнамским Анкором, хотя по возрасту некоторые его храмы даже древнее знаменитого Анкор-Вата. Друзья, спасибо, что посмотрели выпуск до конца. Надеюсь, это было интересно. Ставьте лайк, оставляйте комментарии и увидимся в следующих выпусках. Пока!